Привет, меня зовут Михаил, и я очень люблю еду. Сегодня я буду готовить утку. Утка – это одна из самых лучших вещей, которые можно легко сделать дома. Проблема с уткой в том, что лучше всего ножки получаются, когда их делают способом конфит. То есть медленно запекают в духовке при невысокой температуре длительное время в утином жиру. А грудка вкуснее всего получается, когда она быстро обжаренная до состояния medium. И в духовке это сделать невозможно. Но мы живем в 21 веке, да, у нас есть различные девайсы, которые позволяют нам добиться идеального результата. Я обжарю грудку на сковороде, а ножки я приготовил в су-виде и доведу их в духовке. Поехали? Так, начну я с гарнира. Идеальный гарнир для утки – это яблоко. Мне нужно почистить яблоко, и я его пожарю в сливочном масле с небольшим количеством сахара, с небольшим количеством кайенского перца. Лучше гарнира, чем яблоко, я считаю, для утки нет. Утиное мясо достаточно жирное и имеет специфический аромат, а яблоко, особенно если вы найдете антоновку, дает приятную кислоту, да, которая оттеняет утку. Что я делаю? Я разрезаю яблоко пополам и режу его на дольки. Вырезаю сердцевину. Вот что мне нужно получить. Да? Чтобы у меня яблоко не потемнело, я сбрызгиваю его немного лимонным соком. Это поможет мне сохранить его первоначальный хороший цвет. Вот яблоко у меня готово. Еще сбрызгиваю немножко лимонным соком. Перемешиваю соки. И я готов включать плиту. Я беру маленькую сковородку. Где-то 25 грамм сливочного масла. Теперь, пока у меня нагревается сковородка, я работаю с грудкой. Я купил филе. Ну, бывает, конечно, больше жира, но не страшно. Что нужно сделать? Я беру и аккуратно ножом надрезаю кожу по диагонали. Это поможет жиру вытопиться. При этом надо аккуратно, чтобы не прорезать мясо. Переворачиваю и нарезаю снова по диагонали. У меня получаются такие ромбики. Это готово. Секрет в приготовлении хорошей грудки состоит в том, что ее нужно класть не на раскаленную сковородку, да, а на холодную сковородку. Вниз кожей, чтобы постепенно вытопился жир, кожа при этом станет хрустящей, потом быстро перевернуть на другую сторону, будет готово. Масло у меня разошлось. И я кладу в него яблоко. Прекрасно. Теперь соль. Птицу надо солить достаточно много, особенно кожу, потому что соль вытягивает влагу из кожи, и кожа получается более хрустящей. Перец. Кладу на холодную сковороду и включаю газ. Солю с другой стороны. Перчу. 50 секунд, и полдела сделано. Теперь проверяем, что у нас происходит с яблоками. Яблоки постепенно, вот они приобретают красивый цвет. Немножко убавлю газ и добавлю сахара. Некоторые, когда готовят яблоки, сначала добавляют сахар в масло и делают карамель, но я считаю, что очень большая опасность того, что сахар пережарится, да, и будет слишком
специфический вкус. И еще я добавляю чили. Щедро. Так, вот у меня начинает утка топиться жир, да. Я немножко убавляю огонь и пока оставляю все как есть. Теперь второй компонент — это, собственно говоря, утиные ножки. Я утиные ножки готовил в су-виде 24 часа при 68 градусах. Вот как это выглядит. Да, то есть я запаковал ножку с небольшим количеством сливочного масла. Если у вас есть утиный жир, то можно использовать его. Она абсолютно готова, она очень мягкая, нежная, при этом она не пережаренная. И мне остается только достать ее из пакета, положить на противень, в гриле доготовить. И все. Так, проверяем яблоки, чтобы не сгорели. Вот, яблоки почти что готовы. Я люблю, когда яблоки немножко подгорели, потому что это прекрасное сочетание горечи от пригоревшего и сахара, и кислоты яблок. Еще немножко сахара. Я специально взял сковородку не с антипригарным покрытием, потому что я буду делать соус, и вот эта пригорелость, она нам поможет, она очень полезна. Да? На самом деле грудка готова тогда, и любое мясо готово тогда, когда оно легко отлипает от сковородки. Да? Так, яблоки я выключаю, переворачиваю вот так. Они у меня готовы. Я беру противень, я выстелил его бумагой антипригарной, и мне остается сделать простую очень вещь. Я беру ножку, и вот она у меня абсолютно готовая, с приправами. Я счищаю все приправы. И выкладываю ее на противень. То, что внутри жир с бульоном, я не выливаю, это мне пригодится, а сохраняю. Раз, два. И бульон также сохраняю. Грудка у меня практически готова. Вот какая она получилась. И с этой стороны мне нужно ее пожарить буквально 25-30 секунд. Кожа очень хрустящая, жир вытопился. В итоге грудка получится medium. Она будет розовая, немножко такая, очень сочная внутри. Это, собственно говоря, то, что мы хотим добиться. Теперь я выключаю сковороду. И перекладываю грудку также сюда. Я поставлю это в духовку на 5-7 минут, чтобы у меня немножко подрумянились мои окорочка. А грудку я на всякий случай прикрою немножко фольгой, чтобы она не перегорела. Так, я беру небольшой кусок фольги и просто ее прикрываю. Так она будет идеальная. Ставлю на верхний уровень духовки. Гриль, вентиляция. Ни одно блюдо не будет прекрасным без хорошего соуса. Поэтому сегодня я сделаю соус из Мадеры. И для этого нам нужно следующее. Я уберу жир. Жир я также не буду выкидывать, потому что потом он мне пригодится. Я могу в следующий раз, когда буду делать ножки, использовать этот жир. А вот эту часть надо... Так, и вот этот жир я тоже попробую аккуратно. Сейчас постараюсь не испачкать всю кухню. И его слить. Тренируем терпение. Мне нужен бульон, который у меня образовался, да? Что я делаю дальше? Я снова включаю газ и заливаю все это дело хересом. Этот называется прием деглазирования, когда то, что пригорело в сковороде, все самые вкусные, сочные вещи, они отлипают от сковородки, да, и они дадут вкус соусу. Мне нужно это уварить примерно в 2 раза.
И сейчас я добавлю сюда немного бульона из подножек. Он тоже придаст аромата моему соусу. Ну, есть пуристы, которые, прежде чем подавать, процеживают соус через мелкое сито, чтобы вообще никаких некрасивостей не осталось. Но я, в общем, человек более простой, готовлю дома, поэтому не вижу проблемы, если немножко у нас будут такие вкрапления. Соус великолепный получается. Что мне нужно для соуса? Мне нужен немножко кайенского перца. Так. И теперь еще один маленький секрет. Я беру немного сливочного масла, примерно ложку, и беру немного муки. И перемешиваю муку с маслом. За счет этого соус у меня загустеет и будет очень красивой, хорошей консистенции. Вот что у меня получается, да? Вот такая вот масса. Проверяю мой соус. Эта сковородка почти что отмылась. Что мне теперь нужно? Я выключаю газ и добавляю смеси сливочного масла с мукой и вмешиваю это в соус. Вот видите, соус становится таким немножко шелковистым. Вот что у меня получилось. Прекрасный, густой, красивый соус. Я вымыл доску и достаю грудку, потому что я уверен, что она уже готова. Пускай она немножко отдохнет. А ножкам осталось буквально еще пару минут. Так, начну я с яблок. Их положу аккуратненько в середину тарелки. По пол яблока на порцию. Раз, два. Так. Теперь я беру утку и режу ее по диагонали. Вот видите, утка абсолютно готова. Она немножко розовая, но не пережаренная. Я режу примерно толщиной 5 миллиметров. На каждую порцию мне нужно половина грудки. Где-то тоже по 4 кусочка, да? Ну, может быть 5. Раз. Два. Смотрим, что у нас с ножками. Ножки приобрели красивый цвет. При этом они абсолютно не пережаренные. Я беру ножку и режу ее пополам, где сустав. Ой, не разрезал, не разрезал. Или не режу я пополам, где сустав. Надо же, зараза какая. Так, еще раз пробуем. Я беру ножку и режу ее пополам, где сустав. Видите, какое сочное мясо. И выкладываю вот так вот. Раз, два. Беру вторую ножку и пробую найти еще раз сустав. Не нахожу сустав, а вот нашелся сустав. И также выкладываю раз, два. Я еще раз перемешиваю соус и
Так вот. Практически как в ресторане. На большой белой тарелке поливаю небольшое количество соуса. Ну, красота же. У меня на блюде один продукт, но приготовленный совершенно по-разному, да? Ножка су-вид. Она мясо абсолютно нежное. Она просто тает во рту, при этом она сочная. Грудка упругая, прожаренная до состояния medium. Слышите, как хрустит кожица? При этом эти грудка и ножка объединены одним гарниром и пикантным соусом. Просто великолепно. С этим блюдом, конечно же, никакой газировки, да? А только хорошее красное. Я сегодня пью аргентинский мерло. Ну, а кто может себе позволить пино-нуар из Бургундии, ура, это прекрасный будет выбор. Приятного аппетита. Подписывайтесь, смотрите, комментируйте, готовьте новые.